Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео я покажу вам 5 новых цветочных оттенков стойких глянцевых лаков для ногтей The One. Поехали! Oriflame предлагает нам создать весеннее настроение с новыми цветочными оттенками стойких лаков для ногтей The One и обещает нам насыщенные цвета и ультраглянцевый блеск. Лаки для ногтей The One содержат ухаживающий комплекс с маслами ореха, какао и гликолевой кислотой, которые помогают ногтям выглядеть более крепкими, объемными и гладкими и высыхают быстрее, чем за 60 секунд. У меня большая коллекция лаков для ногтей, и они мне очень нравятся. Я с удовольствием сейчас посмотрю с вами новые оттенки, которые предлагает компания. Флакончик лака выполнен в знакомом нам дизайне. Мы видим название бренда The One, и отличает только вот такие красивые цветочки на черном колпачке лака. В каждом флакончике лака 8 мл и производство коллекции The One, Франция. Баночка с крышечкой говорит нам о том, что Oriflame обещает нам срок годности с момента вскрытия лака 24 месяца. Мы сможем пользоваться целых 2 года этим флакончиком. Но я думаю, что с такими красивыми оттенками лаки будут заканчиваться быстрее. Кстати, у меня лаки для ногтей очень-очень долго в коллекции служат, потому что у меня есть такой лайфхак. Я перед тем, как закрыть флакончик с лаком, после того, как я накрасила ногти, в него дую. Итак, первый оттенок, который я держу в руках, это 43274. Янтарная петуния. Каждый из 5 лаков коллекции назван в честь какого-либо цветка. Оттенок в бежево-нюдовой гамме, перламутровый, и перламутр в этом лаке золотистый. Обычно светлые оттенки полосят, и часто бывает, что они полупрозрачные и требуют нанесения в 2 слоя. Но мы видим, по крайней мере, что он очень нежный, цвет достаточно плотный. Но я бы все равно не назвала его абсолютно плотным, то есть есть какая-то в нем определенная полупрозрачность, и я думаю, что этот оттенок требует все-таки покрытия 2 слоя. Сейчас мы его и нанесем. 43275. Перламутровая лилия. По-английски называется pink лилия, то есть розовая лилия. Но мне кажется, что здесь подходит и розовая, и перламутровая. И тоже обращаю ваше внимание, что перламутр в этом оттенке имеет золотистый, а не серебристый отблеск. Хотя оттенок холодный розовый, но вот этот золотистый отблеск дает ему вот такой вот, ну, какое-то звучание хамелеона. Многим девочкам весной хочется розовых оттенков. И это неудивительно, весной расцветает природа и расцветает наше желание быть красивыми. Ну, достаточно яркий, хочу вам сказать, для розового, но тоже немножко полупрозрачный. Все-таки ему тоже требуется 2 слой. 43276 назван в честь маргаритки. Коралловая маргаритка. Ну, не знаю, насколько маргаритка, но очень ярко-коралловая, это точно. И цвет, как всегда, в преддверии выпущен весенне-летнего сезона, будет очень-очень востребованным на фоне загара. Вот для меня коралловые оранжевые оттенки – это оттенки, которые шикарно просто сочетаются с загаром. Очень яркий цвет. И вы знаете, мне вот кажется, что дали и оттенкам этих лаков такие цветочные названия, но по факту это какие-то конфеты, леденцы, именно такие вот, знаете, фруктовые, очень яркие. Ну, посмотрите, что вот он делает. Он полосит. Видите, да, на кончике ногтя, как бы я ни покрывала, он все равно немного полосит. Ну, во 2 слое посмотрим сейчас, как все эти оттенки заиграют. Мне кажется, что будут потрясающе яркими, но в 1 слой они пока вот полупрозрачные. 43277, розовая фуксия. Интересная здесь история, потому что по-английски он назван Red Rose, ну, то есть красная роза. Ну, по факту, знаете, кто какой оттенок здесь увидит. Кто-то увидит розовую, конечно, фуксию, кто-то увидит красную розу. Мне кажется, что здесь что-то общее у этого оттенка между красным и розовым. Ну, то есть это и не четко красный, я бы не назвала этот оттенок красной розой, но и в то же время это не совсем фуксия. Ну, все-таки к фуксии ближе, чем к красному. Я обращаю ваше внимание, что
до этого оттенка, по крайней мере, во всей коллекции идет золотистый перламутр. Серебристого еще не было. Хорошо, очень плотно покрывает, непрозрачный этот оттенок. И на ногте, на мой взгляд, все-таки это фуксия, а не красная роза. Как вы считаете? И еще один оттенок, последний в этой коллекции, 43278. Лиловая орхидея. Знаете, такой черничный, с фиолетовым отливом, но тоже золотистым перламутром. Можно сказать, что все оттенки этой линейки, даже холодные, уходят в теплое золото. Ну, это добавляет им какого-то шарма, и они достаточно интересно играют. Ну что, девчонки, у кого есть лиловые какие-то аксессуары, фиолетовые, обратите внимание, что этот лак будет отличным дополнением к вашему образу. Мне оттенок очень нравится, наверное, даже больше всех. Давайте наносить второй слой. Кстати, обратите внимание, прошло, ну, конечно, не 60 секунд, ну, где-то несколько минут, и вот вы видите, как хорошо высох лак. Вот я его трогаю, ноготь, и он абсолютно не смазывается. Лаки действительно высыхают очень-очень быстро. Янтарная петуния перестала быть полупрозрачной и приобрела такой плотный нюдовый, но при этом достаточно яркий оттенок. У кого есть дресс-код, может быть, в школе или в институте, в университете или на работе, и требует вот такие оттенки бежево-нюдовые, этот лак может быть вашей палочкой-выручалочкой. Вот этот оттенок мне почему-то напоминает лаки 80-х. У моей мамы, у моих теть были флакончики вот прямо точно с такими же оттенками. Жемчужно-перламутровые, но при этом очень ярко-розовые лаки. Кто помнит такие оттенки? У кого тоже было такое детство, как у меня? Вы видите, что этот оттенок тоже стал таким непрозрачным и достаточно ярким. Коралловый лак, надо сказать, достаточно нежный. Коралловые бывают гораздо более яркие, но при этом, знаете, вот прямо хочется назвать их неоновыми, эти оттенки, но это не неон. Это перламутр, окрашенный в яркие цветочные оттенки. Они вроде бы нежные и в то же время достаточно эффектные. Этот оттенок совершенно не нуждается во втором слое. Он что в один слой, что в два слоя выглядит одинаково. Соответственно, этот цвет будет очень экономичным. Вы сможете носить его в один слой. Соответственно, вы сможете в 2 раза больше ногтей им накрасить. И еще один нежно-черничный. Хорошо выглядит в один слой. Мне интересно, будет ли он ярче в 2 слоя. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что он абсолютно точно такой же, как и был в один слой. Поэтому тоже будет экономичный оттенок. Пусть новые оттенки стойки глянцевых лаков The One помогут поднять вам настроение этой весной. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Мира вам и добра!